ребята, мое кольцо. Все, поломали. Вот не, это нормально, это работа нормально. Самое плохо работа вот. Это еще я сам учил вот это. Поэтому я говорю, пусть там это самая плохая работа. Там глаза, вот видишь его очка. Без очки. Это кропотливое, с мелким камнем. Это очень, да? Это вот это сейчас он работает не тяжелая, простенько. Но когда бывает эксклюзивная работа, там каждый минут, и если он долго будет сидеть, больше чем 4 часа будет сидеть, точно его глаза будут болеть. Потому что свет проблема, и там надо свет. В России такой работы через машина там бывает. Да, машины делают, да, микроскопы, они там, они не умеют, там машина работает. А это все ручная работа. Это ручная работа, это ну красиво, ну аккуратно, ну. Вот, друзья, для чего эти вот бутылки с водой стоят? Это для того, чтобы не болели глаза от света. Зирконом работает, зирконом. А цирконом? Да. Вот, если там выпадет камни пока, вот там, которые мы кольца делали вам заказ, видишь, проблема не будет. Когда, если была бы стекляшки, они бы финиш. Когда натуральный бриллиант, проблемы не бывает. Этому его называется бриллиант. Ой, оно же черное стало. Нет, если было бы стекло, он бы финиш, там ничего не было бы. Какое было, какое стало. Не, она через полчаса ты посмотри. Трогать не надо, он горячий. Разрезали, спаяли. Топ-мастер. Топ-мастер. Потом второй вот, тоже топ-мастер. Молодцы. Но это уже как, наверное, начальник здесь, да? Да, это он самый старый. Вот идет. Потому что работа. сразу видно, что весь в кольцах. Ну, уже сколько принес. Это заготовки, да? Да, его что-то ремонт, что-то делать. Вот этот вот самый молодой. В том году была свадьба, и здесь они живут с женой. Всем, да, и всем, получается, платит Саша зарплату. Саня, какая зарплата, ну, примерно? Они расплата его, бывает, какой вот его, и вот золото заберет, золото заберет, потом я его плачу по месяцу. Одно есть 10 тысяч, его 20 тысяч, 20 тысяч. Остальные нормально. Помогают. Ну, это рубли. 20 тысяч рублей. Еще плюс потом золото. Там вот минус золото потом уйдет. У меня же кольца бил примерно, там же он резал, и золото его. И золото Это его. его. Если серебро его. Золото, если золото его. Плюс я его плачу месяца. Каждый месяц 20 тысяч. 20 тысяч рупий, это в долларах где-то 250 долларов. Правильно. 260 долларов получается. 260 долларов получается. И все отходы, золото, серебро, все вот с нашего кольца, что тоже вот он спилил, это все остается ему. Да. Потом через 6 месяцев пока они ничего не чистят здесь. Нет, они чистят пошление, когда здесь дожди бывают, через 6 месяцев, 7 месяцев, они все берет, оставим золото, там бывает золото 50 грамм, 60 грамм, понимаете? Сейчас чистить нельзя.
Сейчас не Ну, надо сейчас чистить. работа, Пусть всё там работал, золото стоит. Потом это все вот, это кожа. Это кожа. Там вот Позже там бывает. Это только там бывает. Они это все берут, в следующий момент сколько он работал, его там 100 грамм золота или 50, это лучше Боя знает. Ну как я знаю, мы уже работали. Вот тебе чуть-чуть золота там, туда положили. Сейчас он ничего не, сейчас он только каждый месяц его расплата надо. Когда через 6-7 месяцев он все это заберет, горает, там чисто золото идет. Остальное все шиниш. Если здесь было бы не... Это деревня. Нет, там химики бывают. Для чего они так называют? Эти химики там бывают, потому что здесь будет он посмотреть, сейчас он делал все, вот это грек, больше ничего не надо. Сейчас он будет после этого полировать. Полировать. Полировать, конечно. Он будет 5, как тебе кольца был, он будет, видишь, он менял цвет уже. Когда его загорают, Хотел спросить еще у тебя, ну вот смотри, получается, ты же сам с Кашмира, а они тоже приезжие с нет, тобой? они, вот самый мастер, это бывает, есть место индийский Бенгал называется. Это гора бывает, как Дели, Мумбай, есть такое гора, называется Бенгал. Самый супермастер это там бывает, который умеет. Я сам ездил туда учить. И оттуда они набираешь на работу? Да, они умеют это работать. Они больше любят это. Когда меня надо было учить, я туда ездил, там учил его. Остальные, Индия, все учат только там. Учатся только в Монголии. Монголия называется. Они это камнями занимаются сам. Они знают, как это работает. Короче. Поэтому, если вот я сам северный живу. И сколько вот ты учился, сколько времени надо? 5 лет минимально надо, 5 лет минимально надо, пусть минимально надо первый учить. Потом тебе отдают камень, давай ты чуть-чуть работаешь. Первый надо учить 5 лет. А за учебу надо платить? Учить, конечно. Учить нет, учеба? учить бесплатно. Когда я 5 лет бесплатно меня возили, мне ничего не платили. Нет, ты не платил за учебу? Не платил. Меня только отдали, вот давай как делай помощник, первый металл, металл, потом делай вот. Ты работал и учился? Учился, конечно. Вот такой. Это если 5 лет. Если 5 лет не будет я учить, тогда камни никто не отдает, драгоценные камни никто не отдает. Для работы. Может быть, я буду сломаться, может быть, срапается. Бывает камни очень дорогие там. 5 лет, это ты в месяц, в году 12 месяцев. Сколько ты месяцев в году там был? Ну, были каникулы, чтобы домой 8 месяцев, 8 месяцев круглый год. 8 месяцев ты учился, и получается 3 месяца на каникулы ездил домой. Домой. Потом, да, под 5 лет. Потом говорил, да, ладно, я умею, я могу. Когда кто быстрее учит, практика потом. Да, потому что если камни сломаются, это проблема. Это надо платить обратно. Если, понимаете, бывает камни, вот замрут, это мягкий камень. Сафир проблема не будет, бриллиант проблема не будет, это вообще нормально. Бывает опал, бывает замрут, они мягкие камни. Там, когда работать, надо аккуратно. Если камень сломается, это от надо со своего кармана выплатить. Платить надо. Поэтому еще бывает там, бывает, вот есть Индия человек, они хочешь специально вот это камень. Другой вообще не надо, дорогие не надо. Мне надо вот это камень. Если он сломается, что будем тогда его платить? Платить он не хочет. Деньги он не хочет. Он хочет камень. Потому что индийский человек, они верят камнями. Потому что спать невозможно. Если они понравился кто-то камень, они потом, это его надо. Если я сломаются этот камень, они платят, деньги не хочешь. Это вообще проблема, сильная проблема. Они вот это камень хочешь, то есть вот это камень, потому что это энергия бывает также. И бывает вот религия, вот там наши индусские, они говорят, это для тебя это камень.
3 карат, ты носишь вот это камень 3 карат, сюда тебе все нормально будет. Пока тебе не хорошее, это ты носишь, у тебя свадьба будет. Как бывает людей же, кому вообще свадьба не бывает. Потом они есть, там вот религия бывает, кто учили, они говорят, ладно, ты носишь вот это кольца, тебе свадьба будет. Ты носишь вот это кольца, тебе будет работать красиво, нормально. Так бывает. Вот таким напильником шлифуют кольцо. До такой степени, что получается даже не видно несколько пальцев. Я знаю, что его говорю. Все золото туда не добавил, а что там? Ну, он говорит... И вот все золото, вот что отпилили, вот оно, видите, частички, это все остается ему. Просто так не отдают, потому что его резал 5 иголок, его аккуратно будет. Он 10 раз сам будет мерить, сам будет посмотреть, потом он отдает. Саня, еще такой вот вопрос. А видела где-то 2 минуты размер делать? России так не будет. Вообще не будет. А что надо мне? Вот, Да я посмотрю. мерить размер, пока мерить размер, потом его полировать будем делать. Ох, Ну, хорошо. сейчас он будет играть. Да? Он его пока полировать нет, он только делал, размер делал. Ну, Размер нормально, да? Все, да, размер нормальный, Отдай. больше уже не надо, я Больше думаю, его да? ничего не надо. Потому что мы уже и так, Вот теперь видишь? мы поедем тут, его Всё. будем все полировать. Окей. Полировать там, да? Конечно, еще 10 Так, минут. сейчас, Саня, дайте вопрос один задам, немаловажный, который интересует всех. Вот ты, получается, ты хозяин всей фирмы, да? А как вот ты, получается, один, это все твое. У тебя работников вот сколько в штате? Мы 3 брата. 3 брата. Мы вместе, одну семью. Раньше папа работал, сейчас мы 3 брата сейчас 3 занимаем. брата, Мы 3 брата, все платим. Я понял. А это вот работают на всех на вас троих, да? Или у других братьев там тоже есть цех? Нет, это вот один Этого, цех. конечно. Это один Тогда цех. что? Это вот. Я Можно, понял. иногда вот другой работы. Пока меня работы нету. Потом они делают с него я работу. повозю куда-то, вот давай сюда. Или я сам камни отдаю, или я сам камни отдаю, давай делай вот такой план. Вот Я меня уже кольца нету. Вот я его говорил, золото принесу, делай мне такой же еще один. Потому И он что будет делать, мне да. продавать надо, я магазин буду стоять. И вот скажи, вот на такое кольцо, которое мы сейчас сделали, сколько надо времени, чтобы изготовить 2 такое дня, кольцо? 2 дня надо. 2 дня на одно мне кольцо. надо. Если надо иногда быстрее, тогда 1-1,5 день можно. Ну, как кому иногда Риме не если бывает. быстрее. Пока Риме есть, потому что это для магазина мне надо. Нету клиентов. Я Понятно. Так, получается зарплата от 150 до 250 долларов и рабочий день вот у них конкретно. Они работать будут днем, они отдыхать будут. Утром работают до час, потом они обедают, потом они днем не работают, потому что здесь жарко. Бывает, еще без вентилятора надо работать. Ага. Это полирот, конечно. Вот сейчас вам полирот Это делают, получается потом- днем не работают. Сколько в часов в день они работают? Они любят больше. Днем они мало работают. Утром, когда сильно надо, когда быстрее надо, утром они работают. С 6 или со сколько? Но они после 8, С 8 до часа. До час меньше. Да, до 12. 4 часа. Потом до 5 До 5 нет, после с 6 5 они 5 начинают работать. Ночью, когда работа есть, будет И ночью ночью работать. работают, да? Когда работы нет, Короче, тогда они спят. часовой день не нормированный. Сейчас я сниму шлифовку. Как проходит шлифовка. Проблем. Нет, проблем нет, его надо снять. Что это за машина? Это металл. Когда вот отсюда берем металл, его вот так делаем, она будет круглый, Ну, круглый. круглая, там, вот тут мы Это делаем. у нас называется трубогиб. Вот тут мы золото чистим делаем, вот когда лом бывает, вот там, вот там горит лом, будет туда золото, потом оттуда. Расплавляется, греется. Потом вот эти формы заливаются, наверное, Да, да? это вот туда. Форма, да? Форма туда, она Нет. потом сюда,
Сюда его длиннее, сколько надо, длиннее, какой формы, овальный, круглый. Там надо, это будет сюда. Это вот такой своеобразный. Это везде. Трубогиб. Такой машина везде бывает. Саня, еще такой вот вопрос. У вас 3 брата, семейный бизнес. Сколько человек вот работает конкретно? Сейчас вот. Сейчас 8 человек. 8 человек. 8 человек. Еще 3 брата нету. 3 брата это другой работает. Да. Это, которые здесь работают, здесь 8 человек. 8 человек. А у братьев там еще могут быть больше, да? Там? Конечно, когда работы есть больше, бывает бывает больше свадьба, когда здесь, тогда мы больше работаем. Хорошо. Как вы контролируете, вот смотри, честность рабочих получается. Вот у тебя куча этих бриллиантов, там, сапфиров, ты приносишь, даешь работу, ты даешь золото там в граммах. Вот. Вы полагаетесь на честность рабочих? Это же работает надо, конечно. Это который дольше работает, вот он работает. Сколько он лет получается? Мы с тобой вообще примерно, вот мы с тобой, вот это самый супермастер мой. Это мы с тобой уже 20 лет, мы с тобой. Я с тобой примерно 18 лет работал. 17 лет, да? Он тоже был маленький, он без очка был, сейчас он очками. Понятно, я был тогда вообще молодой, вот сейчас мы с тобой друг друга учили, он меня учил. Получается, на доверии, чисто на доверии, конечно, да? без веры. Если я а бывали же случаи, что приходили, вам же новые сотрудники тоже приходят, какие-нибудь недобросовестные нет, случаи, нет. Я скажу, выражусь прямо, случаи там воровства, кражи или что-нибудь там были, такие? Нет, проблема вообще не бывает, потому что мы честные, вот я его отдаю золото. Он понятно, но он же не всегда здесь, он, допустим, уехал. Ты тоже уехал. Другой надо, конечно, другой надо, мы сразу не отдают. Это мы когда вот друг друга мы занимаем 18 лет. Вот это их владение 15 лет. Я только ему отдаю. Только ему. Да. И они отвечают уже за это. Вот он привозит его, он тоже учит пока. Вот этот человек, он серебро делает, он учит пока. Его нельзя отдавать золото, его нельзя отдавать потому что спорт. Это спорт. Да. Этому это два мастера. Если он нету здесь, он будет делать. Если он нету здесь, он будет делать. Если никого нет, тогда я сам камни могу. Сам. Я только сам. Камень. И металл я могу где-то любовь. Металл отдал золото 3 грамм, кольца получил меня 3 грамм, я заберу, я сам могу камень оставить. Я так понимаю, что конкретно рабочие к доступу алмазов, бриллиантов, драгоценных камней и золота они не имеют. Вы даете конкретное изделие, даете, допустим, 5 камней, кольцо, и они должны это вставить. Вот ихняя работа. Вы это контролируете, получается, доступа у рабочих как бы к валютному запасу и денег нет. Это тогда вообще никто не работает, если надо доверять. Без доверия, как вы работаете тогда? Вот это мы с тобой, если я его не верю, как он будет мне верить, если я его верю. А сам он откуда? Все бангалы. Все бангалы. Потому что они, если другой приедет, они друг друга не верят. Золото. Километров от нас. Бангал это вообще, это сколько там? 800 километров है Бенгал, तुम्हारा घर? 2000 километров. 2000, говоришь, недалеко. Почему они одну месяц? Потому что если другой придет и придет золото, там я же говорю, золото его. Если золото он берет... Вот я про это и спрашиваю, что если чужак придет, они могут не помириться, этот себе в карман, и это проблема. Поэтому они как семья здесь работают. Пошли ему, когда отсюда через 6-7 месяцев они все это заберут. И делят между собой, да? Работают. Сам первый и будет. Самый первый. Да, это можно сказать, никто мерить не будет, энергетики никакой. Рождение кольца. Да, рождение кольца, не будет никакой энергетики, и ты сама первая оденешь это кольцо. Это, можно сказать, будет твоя фамильная драгоценность. Когда он уголь, когда если не было бы бриллиант, он пластмасса, стекляшки, они плохо, все, там нету ничего. Если, когда там бриллиант, проблемы нет. Когда там камень, сапфир, проблемы нет. Она так должен быть блестит обратно. А еще, Саня, хотел спросить вот тоже такой вопрос, тоже нескромный.
А где вы берете алмазы? Непосредственно у вас же, вы же их не добываете? Индия добывает. Ну, Индия добываете, но вы сами не добываете, вы покупаете. Вот покупают, тех, конечно. Кто Покупает, да? потом мы сами его посмотрим. Это И хорошее. делаете сертификат вот этот. Гранка сами делают. Гранка. Мумбай. Отсюда мы берем. Вот российский бриллиант. Тоже привозят Индия. Здесь гранка делает. Потом отсюда обратно. А где станок, который гранку эту делает? Это не здесь. Это Мумбай. Не здесь? Это только Мумбай. И да. Джайпур рядом Мумбай. Это если было бы здесь, тогда что? Это вообще это только Мумбай. Я Машина. понял. Там вы тогда это берете и туда едете, вы там. Да, там надо мне платить и 5. Я куплю камни. Целый. Штука. Если мне надо. Я отдаю камни, я говорю, вот мне надо вот этот размер, такой размер, такой формы, вот они мне делают. Остальные мне все отдают. Только надо расклад там. Сколько. Это мне надо думать, какие камни она будет. Красиво, иногда бывает вообще, я куплю вот $1000 прям камень целый. Иногда у меня там $10 000 получается. Иногда 0, вообще ничего, самое все плохо. Да, на брак. Некрасиво. Это надо все думать, как она потом получается. Я специально 2-3 года учил, как камни после гранка, как она идет. Пока она там вот не видно ничего. Когда его после гранка, как она потом играет будет, что ценится будет. Это надо учить. Там надо я в университет ездил, 3 года там учил. Короче, непростая работа. Головника тоже хватает. Деньги, это как говорят, это деньги работают. Вот я видела камни, никто не знает. Это я купила это, потом его гранка делал, это не хорошо получил. Это все деньги, уже все. Если меня хорошо получил, наоборот, 10 раз дороже. Я могу продавать. И у тебя, получается, у тебя же тоже жена, сын, да? И сын уже тоже Его папа камнями занимаем. Есть меня это контакт, дедушка твой, получается, дедушка тоже занимается? Да? Есть контакт, которые они уже старые. Они 80 лет человек. Они целую Индию, там везде были. Там бывает Шри-Ланка, где камни бывают. Вот, бывает Африка, бывает Шри-Ланка, бывает Колумбия, бывает, они все ездят, и камни, где красиво, как красиво, почему красиво, Афганистан, почему красиво, да мы купим это, мы сами гранка делаем, это мы там деньги перерабатываем, и потом оптом продаем другой человек, иногда, когда красиво, или меня уже больше есть, оптом продаем, давай другие магазины, это тоже работает. Здесь как туристам работает. Еще в моем магазине. Есть бывает, чуть-чуть комиссион, давай ты, это мне много, я уже купила, давай ты работай. Тебе отдаю, ты работай. Поэтому камнями такой работает. Это надо целый год посмотреть, учиться. Ищи, где камни лучше. Как они будут потом после гранка делать. Это моя работа. Внутри, бриллиант внизу грязный. Вот тут все берет. Чисто, супер чисто. Это кислота, раствор, да? Андрей, Да, они кем-то бывает, когда он полирой делал. Чем готов? Бриллиант. О, боже мой, это что такое? Это горячая вода, там Мыло. это все будет чисто. Вот он. Там кольцо? Это нормально. Дома в магазине весили кольца, был примерно 3 грамма. Сейчас она точно чуть-чуть меньше будет. Золото куда? Золото прям здесь. Золото. Это вот такой сарайчик, он полностью золотой. И когда сезон заканчивается, вы представляете, здесь на полу они собирают 200 до 200 грамм. И 200 этих грамм остается это все рабочим. Примерно золото стоит в Индии 3500 рупий. Это за 1 грамм. Это где-то около $40 примерно. Вы представляете. И сумма это получается 700 000 рупий.
Это Получается так. 700 тысяч рупий, это в 200 долларах. грамм, конечно, Это я в тебе- долларах 8 тысяч долларов. 8 тысяч Да, долларов. представляете, вот Это сколько человек они? это получается дополнительная как бы премия. 1000 долларов. 8 человек Еще раз делим, получается по 1000 долларов, получается дополнительно на каждого человека. Вот в этой они потом собираются, и просто Александр им просто отдает весь этот, что на полу находится. Ну, это классная премия, да, это... Давай походим. Сколько работы? Ходи. Катя пытается... Ходи. Может, камушек пристанет, Камешки да? точно будет. Камушки, да. Камешка, конечно, немного, потому что там уже все. Посчитано. Золото-то точно. Золото, если они много работают, много. Если мало, это Бог лучше. А вот смотри, сколько тут же- они работают. а вот тут получается, она же будет с пылью, а как от пыли отделить? Это надо тоже как-то отделяется. Вот они сметут, Нет, а там вот, же мусор. Пока она много здесь. А, здесь. Здесь, видишь, это почему она кожа. Ага. Почему кожа, она там стоит. Не знаешь, туда-сюда-то вообще нет. Она там стоит. Бывает, иногда вот вентилятор иногда открыл, он кто-то алкоголь сломал. Все там. Чистить нельзя, здесь вообще чистить нельзя. Чистить только последние, когда они отсюда уедут, Уезжают. отдыхают, там они все заберут. Там точно золото, А это- там точно золото. Золото, там, золото. а там серебро, он же с серебром, да? Вот он серебром работает. Здесь золото. Мгм. Ну все равно его, Тут сейчас вот. вот видишь, Вот Как вы он- видите? видите там? Угу. Вот это все золото. Потом еще через ток в этой вот кислоте, да, или что это? Ну, когда полирод делают, там внутри, внизу, ну где Мусор, грязный, грязь. грязный. Это как берем это? Это только химикал и вода. Это вода, Вода и электричество. электрический бывает туда, она все берет. Мыло бывает там. Она все берет, она будет как все чистые. Там внутри ничего не будет. Пойду воскресенье нет, отдохну нет. Каждый день работаю. Каждый день. Днем я чуть-чуть да, отдых, если нет, С 3 до 5 каждый стрелять, день отдых. С 3 до 5? работать. Трёх до Потому пяти что сиеста. это здесь погода такой, это сиеста, это португальский культура здесь. Это не, я сам Кашмир, я живу северный, там я вообще не сплю днем. Даже такой погоды нет. Здесь, после, когда обеда кушать, глаза сразу закрыть, не знаю. Это я португальский культура здесь. Плюс еще жара такая. Жара, под она 40, да. потом ночью поздно работает. Вот иногда вот я до 10, 30, 11 буду в магазин работать, и потом сюда заказ. А, потом еще и сюда заказ выполнить. заказ. И вот такая вот, Это финиш? да, такое вот красивое. Без света, надо в темноте. Бриллиант играет или не играет. Да, я декал подкатать. Индийский натуральный сигарет. Да. Вот Таня закурила, мы тоже. А что Вот. это такое? Это сигарета такое? Это помнишь, джахпуры делали? Самодельные, да? Да, это Самодельные скручивали. они вообще сами. Это интересная штука. Просто я не могу иметь. Вот, она только травка. Ну, это помнишь, вот скручивали? Вот Ну, видишь, она Это скручивается. лист какой-то. Ребята, мы в Джохпуре вот такие, вот, снимали видео, показывали вам, вот такие, как делаются вот такие вот сигареты. И вот парни вот и курят вот такие вот сигареты. Так что, Самокрутка. да, спускайтесь по ссылочке, смотрите Там наши внутри видео. ничего нету. А, нету ничего? Вообще нет. Она только травка бывает. Вот, Да? чик-чик. Так это не наркотик, На, не гашиш? не, гашиш? не гашиш, нет. Ну, отличается от простой сигареты? Да, она без табака, Она без... не курится что-то. Ну, сейчас. Без никотина получается, да? Еще они другой пахнет. Видишь? Она внутри ничего нет, никотин, ничего нет. Никотина нету, да? Хочешь попробовать? Да, да. Давай другой, Да, давай. не, я Да, одну потом... Не, Она- я только дым попробовать. Да, дым Не, попробовать. я давай, да. Она не интересна, не... пусть ты новый. Ну, новую возьми. Новый возьми ты. Давай я тебя засниму, Что там? а потом дома я тебя устрою. А? Не, так я потом Ультра отдам. Азия. Да это.
Сколько Я же когда-то курил. Видишь, интересная штука. Еще проблемы нет. Даже проблемы нет. Ну что ты скажешь? Ну, нет, что-то никотине там должно быть. Есть, наверное. Никотин вообще нет. Это, вот табак. Ну там немножко, но есть. Ну да, мягенькая такая. Ты меня домой завезешь? Ну вряд ли. Уже теперь нет. Как? А тут пешком автобус, Колва, Беталбатим. Там пешком, можно пешком идти там 20 минут. Ты получишь у меня. За 4 года? Первый, нет, так, это сколько? только 3 года, 3 года ты как бросил курить. 3 года? Да, 3 Ну, года. где нам не надо. Ну, уже бросил. Да, 3 года он бросил. и Папа вот моя уже- тоже пачку 2 курил, уже час не курил. Я тоже 2 пачки выкуривал, тоже О, 2. это уже... Каждый раз Это не работы такого, это надо. Вот там голова, это вот здесь голова. А так наркотиками не балуются? Нет, они любят алкоголь. Алкоголь? Рыба, алкоголь А, они любят. а выходных у них нету? А пока нет. Пока Так, работаю на шорте. Алкоголь, ром, да? Ром у вас? Там есть? бывает местный ром, Они виски. А не бывает такого, Вот ты приехал, а они если уже они выпившие? слышишь, ты мне отдал бутылку, они даже мне говорят, мы работать не будем такого. А перенеси первую бутылку сюда. А, Понимаете, вот. но они на рабочем месте не пьют. Они, когда вот праздник будет, бывает же здесь, когда религии там много, Индия. Они индийцы. Индийцы. И религия Да, и у индийская. них они Хинду, много хиндузы, этих хиндузы. всех верующих праздников. А, Я вот у сам них. мусульманин, живем мы друг друга, иногда Вот у них, когда они видите, приглашают, бывает иконки. праздник. А вера какая? Кришна, Вишна, да? Там, да? Они там есть Бог много, вот здесь сколько другого, вот это Ганеша. Ну, Ганеш у меня дома есть. Ганешек мы его знаем. Ганеша, Ишума, Это к деньгам. Кали, это много-много Бог есть. Они все вместе, это, ну, я сам мусульманин, мы друг друга вообще живем, проблемы там нет. Ну, да надо жить, что будем еще говорить, жить надо, вот они индусы. Иногда вот только они другой религии, другой стат, а уже мы друг 18, друг друга не знаем, они вот другой еда они кушают. Такое вообще я не понимаю, как они кушают. Ну, мясо ты же не ешь, свинину тебе нельзя. Свинину я вообще нельзя. А ни говядину? разу. Говядину? Говядина? Его говядину нельзя. А им говядину нельзя? Нельзя. Нельзя, конечно, это ж корова, А это получается, священное свинину животное. можно? Свинину они тоже не кушают, они не кушают. Они по большей части вегетарианцы, да? Вегетарианцы, да, индусы больше любят, которые кушают мясо, они только баран, курицу, Говядину. курицу они любят. А это вот, ребята, здесь кухня. Овощи готовят. Да, и здесь вот спят они, да? Нет, отдыхают иногда, когда ночью бывает поздно, иногда они спят, они там, где жена, А, в доме. в доме, они с семьей. Когда они... А, они тоже с семьями здесь, да? с семьей. А это получается, они сами снимают дом, квартиру? Нет, они вот рядом здесь, кому свадьба, кому ночь, есть там вот его жена там, как это Бангале живет. Вот есть молодой человек, новая свадьба, его жена, он Здесь, да? здесь. И они, он не получается у него, да? Так, ну и вот такое вот место. Сейчас покажу. Так, я так понимаю, вот здесь они моются. Что я вижу? Картошка какая-то, чечевица, что-то вроде такого есть. Свет надо посмотреть. Что-то вот уже... Надо, да. А, это воду кипятят, наверное. Мало Кушают. свет, она тут играет, там есть. Так, капуста начищенная, вижу. Мавон. Так, ну вот так вот Отсюда что блестит? в этом. Блестит? Блестит? Видишь? Ну, Видишь? Ты видишь, что-то играет? ну да. Вот. Так что меня никуда не отпускай. Она плохо видна на камеру. Да. Мало света. Все, бай-бай. Пока-пока. О, это тоже кольца? О, смотрите, какая штука. Вот прощался. Это Ганешек, да? Ганеш. О, красиво. Все, Всё, бай-бай. пока. До свидания. Пока.
рассказали вам о драгоценных камнях Индии, о их стоимости, как делают, в каких условиях живут рабочие, сколько они получают, откуда привозятся камни. Ну, от вас, друзья, колокольчик, лайки, подписка. Обязательно заходите на наш канал, обязательно подписывайтесь, потому что я думаю и надеюсь, что вам эта история и эта информация очень понравилась, потому что я как первый раз это услышала и увидела, ну, я была просто в шоке. Мне это очень понравилось, как они делают и, главное, в каких условиях, ребята. Да, и вся информация по кольцам я уже показывал на визитке. Ну, если что, обращайтесь к нам, мы поможем вам в приобретении этих колец. Так что все, до новых встреч, пока-пока. Пока.